В Саратове вчера задержали одного из самых популярных кандидатов в депутаты. И точно самого популярного из кандидатов от КПРФ, Николая Бондаренко, автора крупного YouTube-канала «Дневник депутата». Около 1,5 часов назад меня задержали по месту проживания 10 или 11 сотрудников полиции, выволокали меня на улицу, принудительно заставили сесть в патрульный автомобиль под предлогом неповиновения законным требованиям 19.3, и что меня в любом случае доставят в суд. Я сопротивляться не стал, в автомобиле сел, приехал сюда, в процессе выяснил, что с их слов у них находится на рассмотрении административное производство по статье 20.3. Против Бондаренко возбудили административное дело о публичной демонстрации экстремистской символики. Для частного лица санкции по такой статье до 15 суток ареста, но чаще назначают штраф в 1 или 2 тысячи рублей. Однако после назначения такого штрафа штрафованный в течение года не сможет никуда избираться. Статья 20.3 стала популярным способом не допустить людей до выборов. Причем запрещенной символикой российский суд может назвать изображение, которого даже нет в федеральном списке экстремистских материалов. Например, фотографию Алексея Навального. Или даже саму фамилию Навальный. Если что, фамилия эта не прям редкая. В годы Великой Отечественной 10 разных Навальных получили медаль за отвагу. Еще 4 орден Красной Звезды. Как сообщается, в деле Бондаренко фигурирует некая публикация с Навальным. Правда, является ли задержанный ее автором, неизвестно. Суды в таких делах регулярно умудряются притянуть чужие слова, картинки или видео. Заседание с участием Бондаренко проходило в закрытом режиме, что абсолютный нонсенс. Речь не идет о государственной тайне или защите прав несовершеннолетних. Однако власть перестраховалась и скрыла процесс от зрителей и журналистов. Ранее, в связи с нарушениями авторских прав, от выборов отстранили другого коммуниста, Михаила Матвеева, тоже с персональной узнаваемостью. Снятие с выборов федерального списка «Яблоко» сильно снизило желание людей наших взглядов идти голосовать на ближайших выборах. В свою очередь, суды над 2 наиболее популярными коммунистами способны подсушить явку и в других аудиториях, которые не собирались голосовать за «Единую Россию». Кто-то надеялся увидеть в Госдуме того или другого, а теперь могут подумать, что, мол, голосовать больше не за кого. А это именно то, что нужно системе. Чтобы как можно больше граждан, которые думали кинуть не тот бюллетень, который нужно, электоральную процедуру просто проигнорировали. Чтобы на участке пришел только подневольный электорат и накидал там в основном правильных бюллетеней. На этой неделе мы выпустили ролик про бойкот голосования. О том, какие когнитивные искажения подталкивают граждан к бойкоту и почему в российской политической системе неявка избирателей лишь на руку Путину и больше никому. Я показал там пример, как власть сама через своего спикера призывала оппозиционную аудиторию к бойкоту на тяжелых для нее выборах. Тот выпуск подвергся атаке ботов, которые выдавали себя за оппозиционеров и писали однотипные комментарии за бойкот. Сегодня разберем эти комментарии, а также поговорим об одном из самых контринтуитивных подходов к политике – об игре с малыми вероятностями. Обсудим то, что я обсуждал бы в избирательном штабе оппозиции, если бы он был, и если бы мы там в нем собрались обсудить стратегию в текущей ситуации. Подумаем, почему такой подход может все изменить в режиме вроде путинского. Прежде чем начнем, как обычно, по ссылке в описании мы собрали способы, как обойти блокировки интернета. Спонсирует эту нашу рубрику MaxSwap, он выпускает карты, которые пополняются криптовалютой и работают за границей. Если вы подыскиваете подходящий VPN-сервис, обратите внимание на VPN Liberty. У него акция 30 дней бесплатно, без привязки карты. В принципе, под любым нашим выпуском всегда есть некоторое количество комментариев от ботов с угнанных или недавно зарегистрированных аккаунтов. Но никогда еще такой организованный спам не запускался настолько нагло. Все, кто призывает идти на выборы и делать явку, работают на Кремль. Наки, Кац, Штефанов, Каныгин, Орешкин, Латынина, Кучеренко, Соловей и так далее. Этот аккаунт заполнил все одинаковыми комментариями. Мол, все, кто призывает идти на выборы, работают на Кремль. Если кто-то пытается с ним спорить, то он называл спорящих 15-рублевыми ботами. Вернее, не называл, а отвечал всем плюс 15 рублей. Аккаунт при этом вообще угнан у какого-то пользователя из Вьетнама. Как-то сложно поверить, что настоящий Тхуй Ми Бан
настолько преисполнился российской политикой, что пошел строчить комменты от чистого сердца. Чуть большую снисходительность проявляет аккаунт под названием «Трезвость – норма жизни». Призывая к бойкоту, он пишет длинную аналитику, которая завершает словами: «Я далек от мысли, что Кириенко закинул Максу кругленькую сумму, думаю, он просто ошибается». Можно было бы предположить, что автор комментария реальный зритель с оппозиционными взглядами, который просто не согласен с моим роликом. Но свой комментарий он продублировал миллион раз под чужими сообщениями. Призывая к пассивности, не идти и не голосовать, сам аккаунт проявляет паранормальную активность, агитируя к бойкоту всех подряд. Причем и тех, кто против бойкота, и тех, кто и так за бойкот, вообще всех. Ну или вот еще пример. Аккаунт с непроизносимым названием, зарегистрированный на Ютубе 17 марта 2026 года. Он приставал ко всем вокруг, не особо вникая в контекст. Какие-то вялые спам-атаки преследуют наш канал постоянно, но они всегда были максимально топорны. Грубо говоря, я выступаю против войны, спамеры агитируют за войну. Шанс, что кого-то из моей аудитории удастся таким образом переубедить, равен нулю. В данном же случае видна какая-то стратегия. Спамеры понимают, что мою аудиторию нет никакого смысла агитировать за Единую Россию. Это не сработает. Поэтому они предлагают нечто такое, что можно презентовать как оппозиционное действие. Как бы выступить против власти неявкой на участок. Ровно так тогда, во время сложных для Единой России выборов, говорили по телевизору. Ну, если в Москве все решили, деньги все забрали, ну, что он поменяет? Ну, вот, поэтому вот оно и предложение, как бы, остановить эту ситуацию. Покажите Москве, что, ну, Хакасия вообще не хочет этого всего делать, этого бардака, безобразия. Чего идти на эти выборы? Все, вся логика. Не принимать участие в выборах – прямой призыв, который сегодня озвучил московский оппозиционер. В данном случае я могу сказать свою позицию. Я бы не ходил. Вот не ходил бы. Потом будет тошно понимать, что, проголосовав даже против действующего главы, который, очевидно, победит. А системе ровно это и нужно. Чтобы люди наших взглядов на избирательный участок не явились. Чтобы пришли те, от кого ожидается лояльное голосование. Сотрудникам бюджетных организаций никто не затирает про бойкот. От них как раз наоборот требуют максимальной явки на выборы. Доходит даже до прямых угроз. Чиновники и главы предприятий далеко не всегда говорят бюджетникам, за кого именно нужно отдать голос. Система по умолчанию предполагает, что люди такие и так в большинстве своем проголосуют за кого надо. Это тоже понятная технология. Например, если я на своем канале буду агитировать за явку, можно предположить, что явившиеся мои зрители за Единую Россию не проголосуют. Ну вот и власть относительно своих бюджетников предполагает, что они, наоборот, проголосуют. Система может на этот счет заблуждаться, но тут мы говорим именно о ее ожиданиях. Политтехнологические власти действуют просто как по учебнику. Мобилизуют тех, кого считают своим электоратом, и демотивируют тех, кого считают электоратом враждебным. Для них идеальная ситуация – это открыть избирательные урны и увидеть там честное большинство за себя. В идеале вообще, чтобы прямо 70% за них, а остальные или не пришли, или там, не знаю, бюллетени испортили. Ну, если так прямо идеально не вышло, дальше можно, в зависимости от цифр, или немного докинуть сверху, сделать, например, из 55 70, а можно и не докидывать вовсе, и внести в протоколы реальные результаты. Те, кто устраивает спам-атаки, отстраняет от выборов яблоко и снимает других узнаваемых кандидатов, все они работают в одном офисе и для одной цели – сделать выборы неинтересными для тех, кто сам волен решать, идти на них или не идти. Чтобы они не приходили и не создавали системе ненужных ей проблем. Разумеется, мы не записываем в боты всех, кто написал комментарии за бойкотирование выборов. Были настоящие живые люди, и немало. И что интересно, сразу нескольким пришла в голову одна и та же аналогия – казино. Вот, например, зритель пишет: идите, еще четверть века будете ходить. Потом поймете, выигрывает только казино. Аналогия в действительности не такая плохая. Но есть нюанс. Представьте себе 2 стола с рулеткой. За одним столом действует правило: вы обязаны поставить фишки на какой-то номер. Здесь 36 шансов из 37, что вы потеряете деньги, потому что такие вероятности. И только один шанс, что разбогатеете.
При таких раскладах, скорее всего, вы просто не встанете за стол. Однако за соседним столом разрешается сыграть без ставки. Можно просто поставить галочку за какой-то номер. Тогда в 36 случаях из 37 вы ничего не приобретете, но ничего и не потеряете. Вероятность выиграть и разбогатеть при этом никуда не девается и составляет 2,7%. В такой ситуации кто же откажется сыграть? Шанс что-то потерять 0%, а шанс победить, пусть и маленький, но больше нуля. Теперь представьте, вас регулярно приглашают сыграть за беспроигрышный стол такой, где очень маленькая вероятность на победу. Но есть знакомый скептик, который постоянно вас отговаривает. Он каждый раз говорит: вы ничего не выиграете. И в каждом отдельно взятом случае он действительно прав. С вероятностью более 97% вы ничего не получите. Однако он не прав глобально. Если регулярно совершать попытки, то однажды малая вероятность таки реализуется. Но представьте, что вы в общей сложности кинули шарик не один раз, а 20. Это уже совсем другие шансы. Чуть больше 42%, если быть точным. А возможный выигрыш очень большой. Как только шарик упадет куда надо, все предыдущие неудачные попытки тут же забудутся. Прийти всем на выборы и кинуть там неправильный бюллетень – это то же самое, что сыграть в рулетку за беспроигрышным столом. Ну потому что можно потерять? Поход до ближайшей школы, 20 минут времени, или там, не знаю, час времени поговорить с окружающими про это. Невозможно что-то проиграть, можно только не выиграть. И да, с большой вероятностью не выиграть. Ну или, может быть, выиграть с маленькой. Лидеры мнений из нашего оппозиционного фланга часто опасаются, будто они ставят на кон собственную репутацию. Поэтому, когда шанс на победу маленький, они предпочитают не играть. Однако опасения эти ложные. Приведу в пример себя. В 2018 году, во время президентских выборов, я вовсю топил за Григория Явлинского. Тогда было очевидно, шанс, что Явлинский выйдет на второе или третье место, исчезающий мал. А вероятность, что он уведет Путина на второй тур, просто была чуть больше нуля. Но все-таки эта вероятность была не равна нулю. История знает примеры взлетов политиков, от которых никто ничего уже не ожидал. От Берни Сандерса до Бориса Надеждина. Такое много раз наблюдалось. Тех, кто не взлетел, конечно, гораздо больше. Но шанс-то был. И этого было вполне достаточно, чтобы активно вовлечься в кампанию и сделать все возможное. В итоге Явлинский набрал чуть больше процента. Ничего не получилось. Можно ли сказать, что я понес какие-то издержки от этого? Что после 2018 года мои личные рейтинги обвалились навсегда, и я растерял всю аудиторию? Кажется, все не совсем так. В 2024 году, когда до выборов не допустили сначала Екатерину Дунцову, а потом Бориса Надеждина, я занялся надуванием Дованкова. Выпускал тут ролики и призывал за него голосовать. Разумеется, мнение самого Дованкова меня ни разу не интересовало. Мы решили, что назначаем его таким вот кандидатом, за которого мы кидаем антивоенный голос. Он сам мог говорить и делать все, что угодно, хоть на Донбасс поехать. Он при этом, конечно, никаким антивоенным кандидатом не был, но был достаточно нейтральным, чтобы его можно было таковым назначить. И это было весело. На множестве участков надувной Дованков набирал десятки процентов, занимал второе место, а кое-где даже уводил Путина на второй тур. Где-то Дованков даже занял первое место. В посольствах он вообще почти везде выиграл. На студенческом участке в Новосибирске тоже, по-моему, в первом туре победил. Но в целом из затеи ничего не вышло. Чтобы в ней был политический смысл, Дованков должен был, хотя бы в крупных городах, при честном открытии урн, обойти Путина. Тогда система забегала бы и могла бы наделать ошибок. Но получил он мало. По стране ему присудили меньше 4%, а избиркомы даже докинули бюллетени из-за коммуниста Харитонова, чтобы не пустить вот этого вот назначенного нами антивоенным кандидата даже на второе место. Из нашей затеи ничего тогда не вышло. А чем вся эта история обернулась для меня? Да ничем. Не было ни волны отписок, ни какого-то глобального разочарования. Мы с вами попробовали и не выиграли. Ну, остались с тем, что нужно попробовать еще раз, и пошли дальше. Понятно, что когда идет война, то хочется что-то эдакое сделать, что прекратит все эти ужасы, а не заниматься тем, что имеет считанные проценты на успех. Но проблема в том, что у нас под командованием нет танкового батальона. Наши инструменты влияния на ситуацию очень малы и возникают редко.
Все эти рассказы, мол, власть надо сметать силой, они очень хорошо звучат в теории, но произносятся в основном почему-то из Канады или из Лондона. Правда в том, что инструментов силой что-то сделать с тем режимом, который сейчас в России установился, у россиян нет. А вот с выборами инструменты есть. Случаев, когда такие системы начинали шататься или вообще падали, когда вдруг всем разом становилось очевидно, что у режима нет никакой поддержки, таких случаев много. Рискованный сценарий развития событий для системы на этих выборах такой. Вдруг граждан одолевает массовое желание проголосовать за кого-то, кроме главных начальников. Это не обязательно должны быть какие-то ярые оппозиционеры. Главное, что выборы вдруг идут не по сценарию. Ты можешь все списки наполнить лоялистами. Но если граждане насовали бюллетеней за технический даже список, который никуда не должен был пройти, у тебя возникает сразу куча проблем. Во-первых, надо что-то делать с теми важными и ресурсными людьми, которым ты обещал мандат, а обеспечить обещание не смог. Во-вторых, надо как-то договариваться со случайно прошедшими коммерсантами или с, не знаю, работниками администрации, чтобы голосовали как надо. В-третьих, тебе надо что-то делать в ситуации, когда ты больше не выглядишь как проводник народной воли, а тебе надо как-то продолжать править, когда народ ясно сказал, что тебе пора на выход. Выйти из такой ситуации можно. Мы видели, как из нее вышел Лукашенко в 2020-м чистым насилием. Видели, как наши власти вышли из нее в 2011-м. Можно ли сфальсифицировать? Можно. Можно ли потом всех побить, кто возмутился? Полностью забить на результаты? Можно. Все можно, но на все нужен ресурс. Ведь может ничего и не выйти, гораздо спокойнее и гораздо проще всего этого не делать. Гораздо лучше открыть урны и увидеть там 30% явки и 70% за Единую Россию от твоих силовиков и бюджетников. В системе не дураки и прекрасно расклад этот понимают, поэтому делают все, чтобы ситуации, при которых они, очевидно, столкнутся с проблемами, не создавалось. Они же полностью контролируют происходящее, весь допуск, все, что происходит до выборов. И все опасные ситуации они нейтрализуют. Снимают всех проходных кандидатов, любых людей, кто умеет вести кампании, не допускают и близко к выборам. Теперь и партии с позициями, отличающимися от генеральной линии, тоже убирают. Короче, все ситуации, где шансы на успех больше, власть нейтрализует на дальних подступах. Поэтому мы с вами всегда будем иметь дело с ситуацией, которая выглядит абсолютно безнадежной, где вероятность что-то сдвинуть очень маленькая, хоть она все же и есть. В 2013-м система посчитала, что у блогера Алексея Навального нет никаких шансов выиграть выборы мэра Москвы, пустила его на них и сильно обожглась. В 2018-м же система уже прекрасно понимала, что у Навального большие шансы набрать много голосов на президентских выборах, навязать серьезную дискуссию о том, как нам стоит дальше двигаться и кого стоит избирать президентом, поэтому его не допустила. А вот Явлинского допустила, потому что его шансы на успех были исчезающе малы. В 2024 году в бюллетень не попал Надеждин, потому что допустить его до электоральной процедуры было слишком рискованно. Риск для системы был неприемлемо велик. Надеждин с неприемлемой для Путина вероятностью мог набрать столько голосов, что пришлось бы организовывать очень масштабные фальсификации. А это для системы рискованно. Это грозит тем, что все поймут, что за Путина никто не голосовал. На нынешних выборах в Госдуму система не сразу разглядела опасность, которую для нее представляет яблоко. Как только разглядела, сразу же отстранили от голосования федеральный список. Но оставили много других партий. Ноунейм партии, новых людей. Ведь их шансы на опрокидывающий результат крайне малы. По крайней мере, он выглядит таким сейчас, на, в общем-то, старте агитационного периода. Какие сценарии возможны в нынешней диспозиции? Вот это ровно то, что мы обсуждали бы сейчас, если бы сидели с вами в оппозиционном штабе. Наиболее вероятный сценарий пока такой. Все или большинство несогласных с Путиным и его войной разочаровались и на выборы не пришли. Единая Россия получает конституционное большинство из голосов тех, кто ей либо добровольно, либо принудительно лоялен. Получает или совсем честно, или с какими-то необходимыми вбросами, которые никого в стране не возмутят. Потому что откуда взяться возмущению, если каждый знает про себя, друзей, знакомых и соседей, что никто особо на выборы не ходил и ничьи голоса не украден. Это наиболее вероятный сценарий. Но здесь мы мало что можем сделать, разве что как-то его отдалять. Вот, например, ролики такие выпускать.
есть вариант усиления КПРФ. Он не очень вероятен, особенно после недопуска наиболее харизматичных кандидатов. Плюс у коммунистов есть свой потолок исторический, выше которого они вряд ли наберут, потому что, все-таки многие просто не могут проголосовать за коммунистов, как ни крути и куда ни смотри. Потом, КПРФ – это уж совсем провоенная партия, она более провоенная партия, чем Единая Россия. Поэтому протестный потенциал, который сейчас накоплен в основном против войны, на них не реализуется. Если вдруг такой сценарий случится, будет нам благоприятным? Скорее нет. Никакой Бондаренко в Госдуму не пройдет. Зато много мандатов получат люди под знаменем воевать всей страной, воевать по-сталински, мобилизовать под войну экономику и банковские вклады граждан, а хорошо, если не самих граждан. Это сценарий, при котором дается сигнал: россияне хотят воевать. По крайней мере, именно так он будет считан и Путиным легко будет использован. В общем, у нас тут два аргумента в минус получается. Первый такой политический, то есть то, что мы посылаем неверный политический сигнал. Мы голосуем за тех, кто за войну, когда мы сами против. Это вообще довольно странно. А второй технологический. Он связан с тем, что этой партии сложно вырасти до каких-то очень больших цифр по тем причинам, которые я сказал. Дальше. Другой маловероятный сценарий. Он даже, наверное, менее вероятен. Опрокидывающий результат. Когда на выборы пришло столько злых избирателей, что результат Единой России опустился ниже первого, а то и ниже второго места. Условная ситуация, когда к выборам 35% имеют новые люди, 20% КПРФ и 15% Единая Россия. Ну и по 10% там ЛДПР и СР, а по 5% малые партии. Такое может быть. У властей тут возникает сразу много сложностей. Во-первых, списочное голосование явно показывает, что граждане власть послали нахер. Во-вторых, у Единой России в таком случае падают одномандатники. Чтобы выиграть одномандатный округ, нужно быть первой партией, а когда ты далеко от первого места, они массово проигрывают. Потому что это как работает? Чтобы выиграть одномандатный округ, нужно занять первое место. Поэтому, когда у тебя ситуация, допустим, как сейчас, что от планирующих явиться у тебя 35% за Единую Россию и по 15% за КПРФ и новых людей, то по всей стране одномандатники в среднем у тебя берут 35% Единая Россия, по 15% остальные, и проходит единорос. Да, можно попробовать как-то сделать так, чтобы оппозиционные голоса собрались в одном одномандатнике. Это хорошая идея, но намного лучше, если на участке пришли избиратели, которые не дают Единой России первое место. Тогда одномандатники просто массово падают. Что тогда? У единороссов остается максимум 20% мест, а то и меньше, которые невозможно превратить ни в 70, ни даже в 50 втихую. Тут либо масса статусных единороссов полетят на выход и будет неожидаемый и сложный парламент, либо система попытается нарисовать результат и удержать власть на штыках. Это не так просто, как кажется. Система еще не сталкивалась с необходимостью рисования результата при явном проигрыше, как минимум с 2011 года. И никто не знает, удастся ли это сейчас, в ситуации недовольства войной, в ситуации плохой экономики. В любом случае, при таком раскладе большого землетрясения политического системе не избежать. Все это маловероятно, но не невозможно. Даже в бюллетене со списком партий, который остался, остаются силы, за которые оппозиционные граждане, зажав нос, могут отдать голос. А что еще более важно, эти же силы могут оттягивать голоса у Единой России. Единая Россия – это по большей части все еще партия объединенной бюрократии, без собственной идеологии. И тем гражданам, которые не относятся к радикально несогласным, а таких десятки миллионов, им можно предложить каких-то других бюрократов на замену. Пока что момент для призыва голосовать за конкретную партию и конкретных кандидатов-одномандатников еще не пришел. У предвыборной кампании есть свои тайминги. Всякому действию соответствует свое время. Скоро мы с вами подробно разберемся, кто там в списках остался, какие где кандидаты и что они нам говорят об оставшихся списках, а также посмотрим, кто идет по одномандатным округам по всей стране. А потом будем вместе с вами определяться, за кого наиболее эффективно проголосовать и где, чтобы приблизить наш этот маловероятный опрокидывающий сценарий. А сейчас самое время, чтобы определиться. В нынешней кампании точно нужно принять участие. И участвовать в ней нужно, следуя определенной стратегии. Малая вероятность успеха не должна отпугивать. Как бы контринтуитивно это ни звучало,
шанс выиграть и есть именно потому, что он мал. Мы должны попытаться его реализовать. Я участвовал во многих избирательных кампаниях, где реализовывались именно малые вероятности. В Москве нам пальцем у виска крутили, когда мы взялись за кампанию Дарьи Бесединой в Мосгордуму. Мандат Мосгордумы считается ценнее, чем мандат Госдумы в системе. Как его можно выиграть просто так вот с улицы? Минимальным был шанс на то, что выборы как-то не то что выиграть, а хотя бы даже выдвинуть ее в кандидаты. Но мы и выдвинули, и выиграли. Потому что не ждали, пока сойдутся все звезды, а использовали любую возможность, увеличивали наши маленькие вероятности, и иногда все сходилось, и мы побеждали. Чем больше пробовали, тем больше получалось. Надо сказать, в 2012 году я и сам избрался, что и привело меня в политику на таких вот маленьких вероятностях. В 2017 нам удалось избрать много местных депутатов в Москве, тоже хотя никто не ожидал. В 2013 показать высокий результат с Алексеем Навальным на выборах мэра. Во всех этих случаях в начале кампании ситуация казалась намного более безнадежной, чем сейчас. В те времена у нас всякий раз был маленький избирательный штаб, состоящий из людей, готовых и желающих работать с маленькими вероятностями. Сейчас же есть огромный предвыборный штаб. Это вот вы, зрители канала. Так получилось, что с каждой попыткой повлиять на ситуацию, даже неудачной, подписчиков на этом канале становилось не меньше, а больше. Недавно мы перешли порог в 2,5 миллиона подписчиков, большинство из которых россияне, большинство живут в России. Более чем достаточно, чтобы запустить волну. Во время протестов на Болотной в 2011 году никто в оппозиции даже мечтать не мог о такой базе сторонников. Волны шли от постов в ЖЖ и Фейсбуке, которые читали считанные десятки тысяч человек. Да и степень недовольства была куда ниже. Тяготы дня сегодняшнего никому и в страшном сне тогда не снились. Сегодня нас достаточно много, чтобы пусть не напрямую, но через вторые, третьи руки дотянуться до каждого уголка России. В этом ограничить себя можем только мы сами, если испугаемся пустяка. Дескать, а вдруг у нас не получится, и мы расстроимся. Но не об этом надо думать. Представьте себе, что будет, если наконец получится. С точки зрения математики это точно произойдет, если каждый раз пробовать. Раньше или позже реализуются и малые вероятности. Наша же задача – использовать каждый шанс. До завтра.